Всем привет, меня зовут Ольга Ткалич, я психолог, куратор EBA, специалист по аутизму. Сегодня хочу поговорить на тему, как же распознать признаки уже взрослого человека, признаки аутизма. Почему? Потому что ко мне обращаются люди, которым 20, 30 или 40 лет. Иногда сами обращаются, иногда обращаются их родственники с просьбой посмотреть, поговорить, провести консультацию, нет ли тут признаков аутизма. Ну и, соответственно, дальше мы вырабатываем стратегию, что с этим делать. Да? Вот если у вас есть сомнения, вы чувствуете, что что-то не так, то эта передача сегодня для вас. Первый признак – это сложность в распознавании эмоций. То есть человек, например, может не понимать, что это такое «я по тебе скучаю». Потому что когда он рядом с вами, ему хорошо, когда вы уехали, ушли куда-то, он занимается своими делами, у него нет переживания, чувства скуки. Или человек может распознавать основные эмоции: я радуюсь, я злюсь, я в отчаянии, но не распознает более тонкие эмоции. То есть он может сказать: я тебя ненавижу сейчас. Да? Хотя там, скорее всего, вы догадываетесь, есть какое-то легкое недовольство или раздражение. Но у человека есть как бы основные, условно назовем, цвета эмоций, и он их использует. А более мелкие уже не используют. Да? Следующий признак – это сложность в установлении контакта с малознакомыми людьми. Человек может достаточно успешно общаться с уже хорошо простроенными отношениями, дружескими, родственными, да, там, с бабушкой, дедушкой, мамой, папой, братом, сестрой и 2-3 друзьями. Но когда он выходит в какой-то учебный коллектив, на работу, там возникают определенные сложности с адаптацией, потому что человек не считывает социальные сигналы, не понимает второй смысл. Да? Мы часто общаемся полунамеками, вторыми смыслами, используем юмор. Да? При аутистическом спектре расстройства это все крайне тяжело считывается. Следующий пункт – это застревание на одной теме или на одном действии. То есть человек может крутить что-то в руках, может повторять одну и ту же фразу в разных ситуациях. Например, а погода сегодня хорошая, а погода сегодня хорошая. При этом вы задаете вопрос, как у тебя на работе дела, он отвечает: а погода сегодня хорошая, а погода сегодня хорошая. Да? Вы говорите: будешь, не будешь, он говорит: ну там, будешь обедать, не будешь, он говорит: а погода сегодня хорошая. Да? Или на все говорит: не хочу, например, да, или любую другую фразу. То есть вы говорите: пойдем гулять, не хочу, не хочу, не хочу. Давай поговорим про это, не хочу, не хочу, не хочу. Ты хочешь прилечь, может быть, не хочу, не хочу, не хочу, да? То есть некая стереотипная фраза, которую человек очень часто использует в разных ситуациях, и она не особо подходит по смыслу. Это так называемая голосовая стереотипия, и это тоже один из признаков, на который стоит обратить внимание. Следующий признак – это категоричность. Категоричность и такая чрезмерная настойчивость. То есть в ситуации, когда вроде бы можно быть немного более гибким, например, согласиться на какой-то компромисс, человек стоит на своем, он крайне ригидный и не гибкий, его очень сложно переубедить в чем-то, да, если он принял такое решение, очень сложно его переубедить, сказать: не надо вот в четверг, например, ехать на поезде, да, давай поедем в среду. Он: нет, вот в четверг, потому что уже он решил в четверг, значит в четверг, там, в 16:00, да. То есть такая настойчивость и ригидность. Человек не идет на компромиссы. Следующий признак – это неспособность быстро реагировать, адекватно реагировать на изменившиеся обстоятельства. Вы планировали пойти, например, в поликлинику с ней вместе, чаще это мальчики, мужчины, да? Что-то изменилось, врач, например, ушел в отпуск, или у вас там по работе срочно вызвали, вы не можете пойти. И вот это изменение, оно крайне тяжело воспринимается, потому что человек уже настроился, как мы выше говорили, он очень негибок, ему очень сложно поменять свои планы. И поэтому он крайне-крайне прям со скандалом, он может кричать, он может что-то ломать, да. Хотя вам кажется: господи, какая ерунда, какой пустяк, но на самом деле при аутистическом спектре развития это достаточно весомое событие, это тяжело переживается. Все эти особенности можно скомпенсировать на личной терапии, на психологических консультациях, на тренингах психологических по развитию навыков общения у людей с аутизмом.
Первое, что нужно сделать в ситуации, когда вы заметили некие странности, это понять, есть ли тут аутистический спектр или нет. Или это норма, или это вариант нормы, или это вообще что-то другое, да. Если будут вопросы по этой теме, пишите в комментариях или пишите в WhatsApp по телефону, он указан ниже под этим видео. И я обязательно отвечу на все ваши вопросы. Всего доброго, будьте здоровы. С вами была Ольга Ткалич.